Мелко нарезанный лук начинаем обжаривать на растительном масле. Несколько минут и лук слегка обжарился. Теперь добавляйте мясо. Здесь у нас 400 грамм говядины, вот такой мелко нарезанный. Подождем несколько минут, чтобы мясо со всех сторон слегка приготовилось. И теперь добавляйте красное вино. Я думаю, что грамм 100-150 должно быть достаточно. Ждите, пока вино это выпарится. Крышку не накрывайте на кастрюлю. Пока вино выпаривается из мяса и мясо медленно готовится, подготовим овощи. Мелко нарежем эту оставшуюся половинку луковицы. Мелко нарежем грибочки. Здесь у нас примерно около 200 грамм грибов. Также нам понадобится одна большая морковка или 2 средние. И вот так вот мелко нарежьте, как Франко делает. Пока Франко резал овощи, вино из мяса выпарилось. Теперь переносим мясо вместе со всем содержимым в тарелку. В той же самой кастрюле подготовим овощи. Также добавим растительное масло и начинаем с обжаривания лука. Вот несколько минут поджарился лук, теперь добавьте нарезанные грибы. Оставьте тоже на несколько минут, чтобы вместе они поготовились. Растительное масло добавляйте по необходимости. Если вы видите, что недостаточно, то всегда, пожалуйста, добавьте. Когда вы увидите, что грибочки уменьшились в размере, слегка приготовились, затем добавляйте оставшиеся овощи. Вот мелко нарезанная морковка. Также Франко добавляет сюда сельдерей. Несколько веточек сельдерея он мелко нарезает. И зеленый горошек тоже сюда нужно добавить. Франко еще добавил туда бульонные кубики. Перемешиваем это все. И оставим еще готовиться минут на 10 примерно. Так как мы добавили туда этот бульонный кубик, поэтому Франко не добавляет соль. Потому что в бульонных кубиках уже достаточно соли. На этой стадии можно накрыть крышкой вашу кастрюлю. Минут 10 прошло. Добавим мясо, которое мы ранее подготовили. Добавьте чуть-чуть кипяченой воды, чтобы только накрыло это все. Также добавьте сюда чуть-чуть обычной любой муки, примерно 1 столовую ложку, чтобы загустела эта ваша смесь. Накройте крышкой и оставьте на медленном огне готовиться. Примерно 1,5–2–2,5 часа. Дольше будет готовиться, лучше и вкуснее будет ваше блюдо. Изредка перемешивайте, чтобы равномерно все хорошенько приготовилось. Накройте и дальше пусть готовится. Прошло более 2 часов, почти 2,5 часа. На очень медленном огне вот эта вот наша вкусная смесь, овощная, мясная, готовилась. Посмотрите, мясо какое мягкое стало. Видите? Нам понадобится слоеное тесто. Вот это тесто из обычного магазина вы можете приготовить сами, если хотите. У нас есть чудесный рецепт приготовления слоеного теста от профессионального кондитера моей мамы. Ссылка будет под этим видео в описании. Теперь нам понадобятся вот такие формы. Можете взять любую форму, какая у вас есть. И в этих формах мы будем запекать этот чудесный пирог. Переносим содержимое нашей кастрюли в эти формы. Накроем сверху слоеным тестом. Излишки по краям отрезаем. То же самое проделаем и со второй формой.
Сделайте проколы на поверхности вашего слоеного теста, так как слоеное тесто имеет способность раздуваться. Смажьте поверхность вашего пирога этим яичным желтком, разбавленным с водой. Обязательно разбавьте с водой, чтобы не подгорело, иначе поверхность вашего пирога может подгореть. Десять минут всего лишь пробыли эти пироги в духовке при температуре 200 градусов. И посмотрите, какие аппетитные, какие красивые у нас получились. И, конечно же, Франко будет пробовать. Molto molto gusto, very very tasty. Enjoy your steak and vegetable pie. Buon appetito. Как вы видите, Франко в восторге от этого блюда. Это очень просто готовится, только нужно время. Но все хорошее требует времени. Приятного вам аппетита. Спасибо за просмотр и подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Бон аппетито!